Что такое пеги для вас? Прикольные трубки на колесах, на которых можно возить друзей? Но уж нет. Как насчет реальной истории? Истории создания, полной трудностей и испытаний. Присаживайтесь поудобней и приготовьтесь внимательно слушать, ведь это будет история, не побоюсь этого слова, лучших пег. Пег DR Pro. Сразу хочу сказать, что изначально создание своих пег было сугубо в эгоистичных целях. Тогда на рынке было очень мало вариантов реально годных пег, а те, что были в дефиците, пластик на них было почти не купить, поэтому было принято решение сделать свои. Но сделать не простые пеги, а те, которые бы выдерживали многочасовое катание в тех местах, которые для этого не предназначены. Например, гранитные грани. Одно из самых жестких испытаний для любой пластиковой пеги. Да даже для стальных пег. Это то еще дело. Более того, я хотел такие пеги, которые одинаково подходили как новичкам, так и профессионалам. При этом они не должны стоить дорого. Получилось ли сделать такие пешки в конечном счете? Я думаю, да. Но какой ценой? Давайте разбираться вместе. Важнейший и самый фундаментальный шаг, который нужно было сделать, прежде чем приступить к созданию пег своей мечты, это подбор материала. Материал — это такая штука, которая влияет на все, от начала создания и до конца. Она влияет на прочность, она влияет на цену, она влияет на технический процесс самого изготовления пеги. Сердечник пеги — это ее сердце в прямом и переносном смысле, и делать его из абы чего крайне нежелательно. На момент разработки пег мы уже делали наши звезды из сплава В95 и были довольно довольны. Он хорошо себя зарекомендовал, это был прочный, легкий и относительно доступный материал. Более того, мы проверили многих наших конкурентов, которые делали звезды из D16 или из сплава 6061. Это тот же самый D16, но более на американский манер. Эти сплавы были довольно мягкие, они были непрочные, и они не подходили для пег. Поэтому выбор пал на V95 практически сразу и бесповоротно. Если быть точнее, сплав называется V95T1ATP. АТП означает, что данный материал был проверен авиатехприемкой. Это довольно круто. Потому что данная проверка означает, что материал годен для того, чтобы сделать, например, из него часть ракеты, или космической ракеты, или самолета. Мне кажется, довольно круто ощущать, что у тебя пеги сделаны из того же материала, который летает в космос. Многие, наверное, задумываются, почему не сделать сердечник из стали, например, да, или из титана. Но тут ответ довольно банален и прост. Сталь — это очень тяжело, а я не хочу тяжелые пеги. А титан — это очень дорого, а я не хочу дорогие пеги. Поэтому был найден баланс, это алюминий V95, вот и все. Наверное, сложнее всего было найти материал именно для пластика, специальный слив. Это такая насадка, которая одевается вот так вот на сердечник. Непосредственно эта штука принимает на себя все удары, все скольжения. И, собственно, от того, насколько прочный был бы слив, было бы понятно, насколько прочная пега в целом. Наверное, многие видели описания у пег на сайтах магазинов, где пишется там это супер запатентованный турбо хрена ультралайт пластик. Да. Само собой, мы, конечно, такое не нашли нигде в продаже, поэтому все пришлось искать самим. Довольно долго мы тестировали разного рода и сорта всякие сплавы пластиковые. Это был и фторопласт, который нам не понравился, потому что он довольно колкий и... Да, он недорогой, но мне кажется, если выбирать материал для лучшей пеги в мире, надо все-таки брать лучшее. Поэтому фторопласт мы сразу отбросили, он не прошел наших тестов на колкость, на стирание. Пробовали капролоны разные, вот, довольно неплохие варианты были, но, опять-таки, не идеально. Вот, больше всего нам понравился сплав полимерный, это полиамид 6. Полиамид 6, по сути, это конструкционный полимерный сплав, который обладает вот этими вот, как раз таки, антифрикционными
супер свойствами, да, из него кучу подшипников можно сделать, его как бы... Ну, то есть, это материал, который реально очень хорошо подходит для скольжения. Вот, и он прочный, он крепкий. Но была одна небольшая проблемка в том, что Полимид 6, он как супчик такой. Их можно сделать, модифицировать просто кучу, сотни видов. Я видел лично Полимид 6, который модифицирован углеволокном, стеклом, медью, сажей и еще хрен пойми чего. То есть туда можно намешать все что угодно, хоть я там золото туда примешать. Короче, выбрать нужную модификацию полиамида 6 было непросто, но мы справились. Мы это сделали. Рассказывать, какой именно состав я не буду, это будет наш секрет фирмы. Пожалуй, самое очевидное для меня, но не очевидное для многих конкурентов, это форма пеги. Такие банальные очевидные вещи, которые до сих пор многие почему-то игнорируют. Первое и самое важное в форме — это толщина пластика. То есть, если пластиковый слив толще, он дольше живет, это логично. Но почему-то многие современные бренды в упор игнорируют сей факт. И это было и тогда, это и есть и сейчас. Многие делают реально тонкий пластик, это странно, он же, почти не живет. Мы, когда разрабатывали именно толщину пластика, мы тестировали целых 3 размера, это 3 мм, 4 мм и 5 мм. Сейчас здесь 4 мм, потому что это идеальный баланс между, прям толщиной и каким-то запасом прочности. Второе и немаловажное, это то, что в пегу должны вставать 19 гайки. Это супер очевидный факт для тех, кто работает непосредственно с клиентами, кто знает, что больше половины в мире комплитов комплектуются, скажем так, простите за тавтологию, втулками с 19 гайками, внезапно 19 гайками, не 17. Так почему же, столько брендов в упор просто игнорируют, типа, тот факт, что в их пеге нельзя, поставить 19 гайки? Как вообще можно говорить, что там пега лояльна к новичкам, если они не могут даже поставить эти пеги себе? Я лично видел, как, десяток человек у нас в мастерской корячились, пытались поставить себе, пеги эти, но 19 гайки туда не влезают. Они не влезают. Но у нас влезают, потому что мы об этом подумали и позаботились о том, чтобы новички могли спокойно себе поставить 19 гайки. И третье. Толстая пега — это хорошо, но она должна влезать в любую вилку и в любую раму. Я очень угорал с того, что один известный, скажем так, хайповый бренд выпустили пеги довольно давно, и эти пеги не подходят под их же рамы. То есть вы не сможете нормально поставить впритык пеги, потому что они упираются в швы. То же самое, как вы не можете поставить эти же пеги в их же вилку, потому что пеги упираются в швы. Понимаете? Супер короткий выбег, меньше, допустим, 22, уже все, вы не поставите. Но наши пеги вы поставите, потому что мы озаботились тем, чтобы сделать специальную фаску. И многие конкуренты раньше, забивали хер на это почему-то. Сейчас, правда, некоторые из них начали делать эту фаску, но почему не сделать это изначально? Неужели это так настолько тугодумно сложно, додуматься, сделать просто какую-то фаску несчастную? Я не знаю почему. Если вы знаете, почему они не делают эту фаску, напишите в комментарии. Мне просто тупо интересно. Это один из самых вообще загадочных моментов во всем этом. А вообще, заканчивая тему формы, я вам хочу сказать, что долго мы вообще не думали над тем, как это должно выглядеть. И сейчас пега, по сути, в том самом виде, как она была изначально задумана. Само собой, прежде чем запускать какое-то глобальное производство, нужно провести полное тестирование. Нужно провести его, причем не просто там в каких-то лабораторных условиях. Мы просто сделали 20 прототипов разных толщин, разных размеров, раздали просто куче ребят местных, которые с удовольствием их превратили в колбасу в течение полугода. Потом мы всех собрали, посмотрели, как у кого чего, какие пластики живут, какие не живут, какие сердечники хорошо прожили, какие не очень хорошо прожили. И в конечном счете мы выбрали самый идеальный, вот и все. А по-другому, мне кажется, это нельзя сделать. Как еще это можно сделать?
просто катаешься, докатаешься и все. Получаешь результат. Один из тех аспектов производства, который просто ставит перед фактом, он жесток и бескомпромиссен, это расход и цена материала. Это то, что просто оно есть, и это не поменять пока что. Если вы думали, что это стоит дешево, то что типа сырье такое дешевое, алюминий дешевый, пластик дешевый, вы чертовски ошибались. Это дорого, это, скажем так, не всегда доступно, и более того, оно не оставляет никаких почти полезных отходов. Ну, в общем, что говорить об этом, давайте я просто вам покажу цифры. Все тут очень-очень просто и банально. На один сердечник уходит 125 мм заготовки V95. Это с учетом резов и всех этих штук. 1 килограмм чистейшего V95 стоит 443 рубля. 1 метр V95 диаметром 35 мм весит 2740 граммов и стоит 1214 рублей. В одном метре ровно 8 заготовок по 125 мм. Получаем заготовку весом 342 грамма и стоимостью 151 рубль. 342 грамма! А знаете, сколько весит сердечник уже готовый? 82 грамма. Понимаете, о чем я? Больше 75% материала летит в мусорку. Однако, если вы думаете, что с пластиком как-то проще и дешевле, вы чертовски ошибаетесь. Одна заготовка модифицирована полиамида PA6 диаметром 50 мм и длиной 140 мм весит 357 граммов. При цене за 1 килограмм 425 рублей и цене за метр 1062 рубля выходит, что заготовка одного пластика стоит 151 рубль. Ничего не напоминает? Готовый пластик весит 72 грамма. Я думаю, многие из вас уже догадались, куда уходит все остальное. То есть понимаете, что стоимость пластика и сердечника одинакова? А пластик, кстати говоря, у нас стоит 390 рублей всего. Так что имейте это в виду. Ну а про расходы на сам станок, амортизацию, это я вообще молчу, это вообще тема, блин, можно отдельный выпуск запилить спокойно. Все бы ничего, но сделать 20-ку прототипов и сделать много пек, сделать линию производственную, которая бы делала хорошую повторяемость, она бы делала минимум брака, и все было бы круто, это разные вещи. И чтобы бренду развиваться, нужно делать реально много пек, нужно отдавать опт. Отдавать опт — это очень важно для бренда. Это повышает как узнаваемость бренда, так и доверие покупателя к бренду. Есть, конечно, бренды, которые уходят чисто в розницу, и их вообще опт не интересует как таковой. Но это неправильно, и у такого бренда по большей части нет будущего. То есть как такового. Некоторые скажут, типа, в духе, блин, ну чувак, можно же работать только в розницу, типа, для народа. Там, блин, все такое, супер дешевая цена, демпинг лютый. Ну, как сказать, можно ли или нельзя? Наверное, можно, да, но есть ли будущее у такого бренда? Я очень сильно сомневаюсь, честно. И да, некоторые скажут, типа, блин, чувак, но есть же такие компании, как там Ferrari, Lamborghini, которые делают там чисто с какую-то серию небольшую, да, и все, и продают. И у них нет опта, ничего такого. Но я вам скажу очень просто, не надо себя сравнивать с Ferrari. Вы не Ferrari и вы не Lamborghini. Это настолько разные вещи, вообще вот BMX-овый бренд, да, и бренд, который занимается созданием суперкаров ручной сборки, это очень разные вещи. Так вот, чтобы найти качественного производителя, пришлось перебрать огромное количество просто мастеров, всяких халтурщиков, всяких участников производственных предприятий, заводов, пароходов. Короче, их всех, честно, не сосчитать. Практически все исполнители жестко загибали ценник, причем самое забавное, неважно, сколько бы вы делали пек, там 50 штук или 500 штук, ценник одинаковый. А партии там 2000, например, пек, ну как потянет молодой бренд партию в 2000 пек, что их солить?
Что с ними делать? Это очень большое количество пек, и я не знаю, что можно с ними делать, с таким большим количеством продукта на старте бренда. Это нереально. На самом деле, это вот такая черта, я очень сильно надеюсь, что это не только черта российских бизнесменов, наших отечественных, это, вот, знаете, такая штука, что вы приходите на производство, и от вас ждут сразу многомиллиардных заказов каких-то. То есть люди не хотят работать, начинать чего-то с нуля, пытаться как-то поверить в бренд, пытаться как-то вот, ну, знаете, расти вместе с нами. Но нет, это не интересует людей. И их интересует всех вот многомиллионные сразу заказы. Как бы это нормально. Вот. И я очень сильно надеюсь, что это не только черта наших, это вообще общая черта в мире такова. Потеряв кучу времени и нервов, мы смогли найти наконец-таки того, кто сможет делать хотя бы что-то. То есть несколько халтурщиков, которые работали на больших производствах. Но это было все нестабильно. Мы получили 200 пек. Эти 200 пек у нас просто там забрали чуть ли не за неделю. И как бы и все. После этого все прекратилось. И больше полугода мы просто не производили пеги, потому что один халтурщик заболел, второй ушел, третий уволился и так далее. Поэтому со временем мы все-таки пришли к тому, что нужно брать свой станок. Выбирали не очень долго, потому что у нас были ограниченные бюджеты, это 1,5 миллиона рублей. А, скажем так, для профессионального станка 1,5 миллиона это даже не деньги. 1,5 миллиона это какой-нибудь китаец. И в худшем случае это 600 тысяч какой-нибудь прям совсем убогий. Но мы сошлись на том, что будем брать такой начально-полупрофессиональный такой джет. Jet компания такая. Ребята из самого джета рассчитали нам по нашим чертежам, сколько бы делалась одна пега. Вышло что-то около 7 минут. Это было очень круто, это прям вот радует, это очень оптимистично, это радужно, это круто было на тот момент. И мы, ну, прям, чтобы долго не раздумывали, просто взяли и купили станок. Вот. В течение только 2 месяцев мы смогли более-менее наладить его под производство. Потребовалось кучу наладок, кучу всяких настроек, кучу мастырок, кучу модулей, которые стоят денег. Короче, все это стоит денег. И только через это время, через 2 месяца мы смогли сделать первые образцы пек, наши собственные, которые вы видите сейчас и которые сейчас находятся в продаже. Но знаете, в чем прикол? Скажем так, конечное время, которое потребовалось для одной пешки, не 7 минут оказалось, а 20 минут. Поэтому, ребята, если вы начинающие бизнесмены, скажем так, не стоит верить продавцам и профессионалам, которые вам что-то там втирают, залечивают. Нужно смотреть на это через такую призму сомнения, недоверия и... Короче, просто знайте, вот так вот. Несмотря на все эти проблемы, которые нам просто ставили палки в колеса постоянно, несмотря на кучу всяких обманов, на всякие постоянно подводные камни, которые нас ожидали, мы все же стали выпускать пеги. Да, это было не супер выгодно, и возможно даже делать их участников на частных предприятиях, заводах, все же в каком-то плане было бы выгоднее, да, но тем не менее мы прошли этот путь. И стали выпускать пеги. И это было круто, это круто, да? Но изготовить пеги еще не все. Их нужно забрендировать. Нужно покрасить сердечники, чтобы они были не просто чисто обработкой, а чтобы они были черные, или красные, или фиолетовые, или еще какого-нибудь цвета. И очень важно еще не забывать, что есть такая штука, как надпись на пластике. Ее тоже нужно делать. Делается она лазером. И, блин, чуваки, все это стоит денег. Путь пройденный, жесткий, да, чтобы сделать эти пеги. Но в конечном счете я рад, что получилось их сделать, потому что я знаю, что эти пеги лучшие. Я знаю это. И самое клевое еще, что по цене они не выбиваются в какие-то космические дали. Посмотрите, вон там есть пеги, которые стоят 1500, 2000, 2500. Наши пеги стоят 1190 рублей.
независимо от цвета, будь то простые серебристые, либо анодированные, это не важно. 1190 рублей. В некоторых магазинах типа 4130 Shop они стоят сейчас по 990 рублей. Есть такие чуваки, которые задались целью убедить меня, что есть пеги дешевле и что типа они лучше. Но спросите себя просто прямо сейчас. Вы покупаете пеги, потому что они именно дешевые или потому что они лучшие? Потому что я не вижу никакой логической связи с тем, что если это дешево, значит оно лучше. Оно просто дешево. Вы сейчас посмотрели этот выпуск, вы знаете практически наверняка, сколько стоят эти пеги. И понимаете, что стоить вот супер дешево они просто не могут. И более того, я не позволю, чтобы они стоили супер дешево. Потому что такой качественный продукт, он просто не имеет права, понимаете, стоить дешево. Надеюсь, перезапуск рубрики про железо был вам полезен. Ну а с вами был Андрей, увидимся скоро, пока.